В горах острова Сардиния проживает в 10 раз больше долгожителей, чем в других частях мира. Имеется в виду процентное соотношение долгожителей на определенной территории. Геронтологи изучили обычаи этого места и пришли к заключению, что гены влияют на долголетие лишь на 25%. Остальные 75% зависят от образа жизни. Этим заявлением они развеяли распространенный миф, что долголетие связано с генетикой. Исследователи изучили каждую деталь образа жизни долгожителей. Чем они питались, сколько было физической активности, как часто они посещали врачей, какие у них были вредные привычки и многое другое. Первое, что было обнаружено, жители Сардинии всегда окружены либо родственниками, либо друзьями. Даже их дома расположены очень близко друг к другу, а улицы тесно переплетаются. То есть жизни всех долгожителей постоянно пересекаются и соприкасаются. Оказывается, в древности так и строили все поселения, потому что на архитектуру в то время влиял лишь один фактор – выживание, а для него необходима защищенность и социальная сплоченность. Сегодня, к большому сожалению, все строится и делается с точностью наоборот. Второе, что было открыто, самое большое влияние на продолжительность жизни оказывает социум и отношения между близкими людьми. Исследователи раскрыли интересные детали. Личный контакт между людьми заставляет включать нейротрансмиттеры, которые защищают нас от целого комплекса существующих болезней. А выделяемый при высоком уровне доверия и близком общении окситоцин снижает в нашем организме уровень кортизола, а значит понижает уровень возможного стресса и уменьшает негативное влияние этого гормона. Люди в голубой зоне, когда стареют и, конечно же, в течение всей жизни, всегда окружены родственниками и друзьями. Рядом с ними также их соседи, священник, бармен, бакалейщик. Они все живут как одна большая семья. Другая группа геронтологов провела подобное исследование среди десятков тысяч людей среднего возраста. Были изучены все аспекты образа жизни – питание, физическая активность, семейное положение, как часто они ходили к доктору, были ли у них вредные привычки и тому подобное. За теми людьми наблюдали много лет и все фиксировали. Давайте посмотрим на полученные результаты, двигаясь от наименее значимых факторов к наиболее влиятельным. Итак, чистый воздух на 10-м месте. На 9-м – избавление от гипертонии. Как мы видим, это может повлиять на продолжительность жизни, но не так сильно, как казалось раньше. Избавление от избыточного веса. Физические упражнения – это следующий положительный фактор. 6-е место в таблице занимает реабилитация после сердечного приступа. То есть, если больной пройдет правильное лечение после сердечного приступа, с вероятностью 35% он проживет дольше. 5-е место в таблице лично у меня вызывает сомнения, но предполагаю, что здесь имелись в виду не современные процедуры в виде токсичной жижи, а те еще, старые, когда они были относительно безопасными. А мы поднимаемся выше. 4-е место – отказ от пьянства. Согласно таблице, влияет на продолжительность жизни примерно в 50% случаев. 3-е место занимает отказ от курения. Если человек бросит курить, то с вероятностью 80% это положительно повлияет на продолжительность его жизни. Все эти вещи, конечно же, правильные, но ученых удивило другое. В самом верху этого списка находятся 2 аспекта вашей социальной жизни. На 2-м месте – ваши близкие отношения. Это люди, у которых вы можете взять взаймы деньги, кто вызовет врача, если вы заболели, или отвезет вас в больницу, или побудет с вами, если у вас случится приступ, когда вы в отчаянии. Это, по мнению исследователей, в 90% случаев влияет на продолжительность вашей жизни. А вот на 1-м месте в таблице – активное взаимодействие с людьми в течение дня. Было доказано, что социальная интеграция в 100% случаев увеличивает продолжительность жизни. То есть, насколько активно вы взаимодействуете с людьми в течение дня, с каким количеством людей вы разговариваете. И это относится как к родным, так и малоизвестным людям.
Слово «активно» здесь играет важное значение. Например, говорите ли вы с барменом, который каждый день готовит вам какао? Разговариваете ли вы с почтальоном или женщиной, которая часто проходит мимо вашего дома со своей собакой? Посещаете ли вы какой-нибудь клуб по интересам и тому подобное? Именно эти контакты являются самыми влиятельными факторами продолжительности вашей жизни. Все это привело исследователей к следующему вопросу. Если мы проводим много времени в интернет, можно ли заменить личное присутствие, к примеру, постоянной перепиской с людьми? Короткий ответ на этот вопрос – нет. Это не одно и то же, как для жителей Сардинии, так и для всех нас. Важно осознавать, что мы – часть общества, созданного для взаимоотношений. Именно это укрепляет иммунитет, посылает гормоны счастья в кровь и головной мозг и помогает нам жить дольше. Исследователи подытожили: социальная изоляция является угрозой здоровью общества. Личные контакты невероятно важны. И тем не менее, четверть жителей Земли утверждает, что зачастую им не с кем даже поговорить. Мы должны это изменить. Это вопрос жизни и смерти. А что вы думаете относительно этого исследования? Не стесняйтесь оставить комментарий. Если видео было полезным, можете поделиться им с друзьями и поставить лайк. Будьте здоровы, не болейте, живите долго.